Нет ничего лучше и вкуснее домашнего хлеба. Попробуйте испечь его по моему рецепту, и он у вас получится необыкновенно ароматный и с хрустящей корочкой. Первый этап приготовления опара для хлеба. Для этого я использую дрожжи, у меня сухие дрожжи, сахар, муку и воду. Аккуратно смешиваю все ингредиенты. Опару я поставлю в тепле на 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались. Опара хорошо поднялась, в ней появились крупные пузыри, значит, она готова. В муке я делаю углубление и выливаю опару. По краям я сыплю соль. Наливаю воду. Вода теплая. И аккуратно замешиваю тесто. Я люблю тесто замешивать руками. Добавляю еще чуть-чуть воды и продолжаю вымешивать. Продолжаю вымешивать тесто на столе. Для этого я насыпала чуть-чуть муки на стол. И буду вымешивать тесто в течение 10 минут. Продолжаю месить тесто. На этот раз я добавляю приблизительно 2 столовые ложки оливкового масла. Вы можете добавить любое растительное масло, которое вы любите. Тесто вымешано до однородности, нет непромесов. Я его оставлю на расстойку на 30 минут. Чтобы тесто не выветрилось во время расстойки, я его смазываю обычно оливковым маслом. Тесто отдохнуло в течение 30 минут. Сейчас я буду его обминать. В тесте появились пузыри. Это означает, что дрожжи начали хорошо работать. Тесто мягкое и эластичное. Опять смазываю тесто маслом и отправляю его в тепло минут на 40. Тесто выросло очень хорошо, в нем очень много пузырей. Сейчас займемся формовкой хлеба. Я буду плести косичку. Для этого нужно сделать 2 жгута. Оставлю тесто в тепле, пока оно не увеличится вдвое. Прошло 35 минут, тесто хорошо поднялось. Отправляю его в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаю в течение 30 минут.
Прошло еще 40 минут, хлеб испекся. У хлеба румяная корочка, он хрустящий и очень вкусно пахнет.